Слышно меня или нет? Больше прибавлять, наверное, нет смысла, потому что это максимум. Поэтому начнем. Давайте для начала представлю. То есть меня зовут Вагапов Марат, я в данный момент занимаю пост руководителя отдела по работе с клиентами компании «Eskalat». Как сейчас? Сейчас лучше? Все, давайте начинаем. Так, для начала пойдем по плану, да? То есть начнем с часто задаваемых вопросов. То есть кому и в каких случаях могут быть нужны услуги компании. То есть, естественно, услуги компании подойдут, я так думаю, всем клиентам, у которых есть какие-то вопросы по кредиту. То есть это я говорю сейчас о диагностике. То есть диагностику может использовать абсолютно каждый клиент. Что касается финансовой защиты, здесь, естественно, есть определенные критерии. То есть для того, чтобы мы взяли клиента в работу, естественно, тот человек, который может платить по кредиту, то есть у него просто, допустим, возникли какие-то определенные трудности, и он в связи с этим не хочет платить по кредиту, здесь, естественно, таких клиентов брать в работу смысла нет, потому что помощи как таковой они не получат. Так. Клиент, у которого, допустим, пошли просрочки, либо он чувствует то, что на следующий месяц уже будет гораздо проблематичнее платить по кредиту, естественно, такого клиента можно взять в работу, то есть опираясь на что? Мы в любом случае начинаем работу по расторжению кредитного договора. То есть что из этого будет исходить? То есть клиент, пока работает с компанией Eskalat, платить по кредиту не сможет, так как будет проблематично нам с ним работать. Прекращает выплаты. Мы его берем в работу. То есть проводим досудебную работу, судебную и как бы послесудебный этап. Что делаем на досудебной работе? То есть это составление претензий и заявление на расторжение договора. То есть для чего это нужно? То есть по законодательству наш иск просто-напросто не примут. Наш иск просто-напросто не примут, если мы не проведем грамотную досудебную работу. То есть те самые отправки претензий. Естественно, это все подкрепляется, то есть реестрами отправки писем, что свидетельствует о том, что мы досудебную работу проводили. Для того, чтобы выявить незаконный пункт и расторгнуть договор, нам, естественно, нужен весь пакет документов, чтобы юрист имел возможность изучить кредитное дело полностью. То есть это график платежей, кредитный договор сам, все приложения и расширенная выписка. В расширенной выписке как раз и видно движение денежных средств, то есть как и куда распределялись денежные средства. Если у нас есть весь этот пакет документов, то юристы компании Eskalat сразу же приступят к расторжению договора, то есть будут писать иск о признании недействительным условий договора. Если же всех документов у клиента нет, то исковой отдел, то есть будет заниматься истребованием документов, то есть будет писать иски об истребовании документов, чтобы получить как раз весь этот пакет документов. Так, когда мы имеем все документы на руках, имеем возможность написать иск о расторжении, что мы после этого получаем? То есть получаем расторжение договора и списание незаконной части. Тем самым, после того, как иск удовлетворят, то есть мы переходим в послесудебный процесс, то есть работа с Федеральной службой судебных приставов. На этом этапе что делает компания Eskalat? Так лучше? Так, продолжим. На этапе ФССП что делает компания Eskalat? То есть по умолчанию пристав у нас удерживает 50% от официального дохода. То есть
все доходы, которые у нас отражаются, так скажем, с них списывается 50%. Что делает компания? То есть есть определенные рычаги, которые нам позволят снизить эту как раз выплату. То есть нижнего порога, конечно, нету. То есть, в принципе, про нижний порог не будем говорить, но это примерно где-то по практике около 20-25%. Как это происходит? То есть приставу можно предоставить справки о, допустим, о том, что имеются деятельные иждивения, о том, что есть обязательные платежи какие-то, может быть, оплата лекарств по рецепту врача, либо оплата коммунальных платежей. Эти все бумаги, то есть, дадут нам возможность уменьшить сумму ежемесячной выплаты. Также хочу заметить, насколько важна именно отправка судебной корреспонденции вовремя. То есть мы заключаем договор с клиентом, в правилах о работе, то есть все четко и ясно написано. То есть ответственность на по судебной корреспонденции, по входящей, то есть лежит полностью на клиенте. То есть если нам клиент вовремя не предоставит судебные документы, то есть не получит их в канцелярии суда, если сам суд их не направил. Так, давайте проверим связь. Сейчас лучше. Чуть-чуть лучше, да? А так? Стало лучше, да? Так, давайте тогда продолжим. То есть хочу отметить важность как раз происходящей документации, да, о чем я начал говорить. То есть если нам клиент не предоставит судебные документы вовремя, то есть, естественно, отработать компания не сможет. Либо есть такие клиенты в моей практике, то есть были такие ситуации, когда клиент приходит, платит, документов никаких не приносит, то есть вроде бы все идет, ему вроде бы все устраивает, все хорошо. То есть на самом деле ответственность, да, за входящую судебную корреспонденцию лежит полностью на клиенте. То есть зачастую такое случается, то, что сама канцелярия суда не доставит судебные документы, либо с почты не направит. То есть, в любом случае тут надо клиента вести, то есть помогать, объяснять, в каких случаях не приходит судебная корреспонденция. Так, дальше. Это разобрали. Так, допустим, разберем такой момент, когда клиент приходит заключать договор, но у него уже есть исполнительное производство. То есть тут важно выявить какой момент. То есть, во-первых, каким образом он получил постановление о возбуждении исполнительного производства. То есть можно изучить документ, посмотреть, на основании чего было вынесено данное постановление. То есть если постановление пришло просто по почте, скорее всего, было проведено без его ведома заочное решение суда. То есть если он не был уведомлен об этом судебном заседании, документов никаких не направили, то, в принципе, этого клиента можно взять в работу и отработать каким образом. То есть на постановлении видно, каким судом вынесено постановление. Вот. То есть каким судом вынесено, какой номер, то есть и какой именно документ. То есть этот документ можно получить, в принципе, в канцелярии суда, предоставить в компанию Eskalat, и то есть здесь можно будет произвести отмену. В дальнейшем будет инициировано, то есть новое судебное заседание уже с предоставлением всех документов. То есть, как правило, суд зачастую пытается списать с клиента не полностью сумму долга и расторгнуть договор, а зачастую подает судебный приказ, чтобы взыскать только процентную часть. То есть, как правило, никому это не выгодно, то есть компания Eskalat здесь успешно отрабатывает по этому моменту. Да.
допустим, перейдем к работе с ипотекой и автокредитом. То есть, что делать, если клиент пришел с ипотекой и автокредитом, то есть и при этом у него есть какие-то потребительские кредиты. То есть, как мы знаем, потребительские кредиты мы, естественно, в работу можем взять, то есть обычные денежные. Если же это автокредит, то момент такой, взять его в работу мы можем только в том случае, если он готов расстаться с этим автомобилем. Либо мы можем ему предложить такой момент, чтобы он нашел покупателя на этот автомобиль и переоформил на покупателя. То есть разницу забрал, либо остаточную сумму потом доплатил по кредиту. Что говорить о ипотеке, то есть здесь есть выход, в принципе, из ситуации. Как правило, ипотека берется не на одного человека, как правило, соцзаемщиком. То есть есть еще кто-то, который как бы относится к этой ипотеке. Допустим, это может быть жена. Если есть возможность, то можно перевести счет ипотечный на жену. И здесь мы, то есть, себя обезопасим. Можем продолжить спокойно по ипотеке платить и при этом сдать все остальные кредиты в работу. То есть и начать работать с компанией Eskalat. Работа с индивидуальными предпринимателями. То есть индивидуальный предприниматель – это, в принципе, физическое лицо, которое имеет право на какую-то предпринимательскую деятельность. Если же кредиты были взяты именно под ИП, то такого клиента мы взять в работу не сможем, потому что работать приходится в арбитражном суде, то есть с ним мы не работаем. Если же ИП у человека есть, но как бы взяты были кредиты обычные потребительские, просто как бы на человека, не на ИП, то есть такого человека взять сможем спокойно. Либо если кредиты были взяты на ИП, но ИП было как бы ликвидировано. Главное посмотреть момент, не было ли инсценировано судебное заседание до того, как человек успел закрыть ИП. То есть в данном случае в работу взять его не получится. Так, работа с поручителями. Поручитель, в принципе, это лицо, которое несет солидарную ответственность по кредиту. В принципе, несет равные обязательства. То есть если клиент пришел и говорит, что у него есть поручитель, с поручителем они вместе, может быть, даже вместе пришли к вам на консультацию, в принципе, в работу надо брать обоих. То есть работать придется по двум людям одновременно. Потому что и исполнительное производство инсценируется помимо обоих. Если есть вопросы, то я думаю, что их уже можно начать задавать. Так, предоставила документы на снижение процентов по оплате, но результаты не вижу. То есть здесь не ясен вопрос, куда предоставить документы, в компанию. Почему двух людей? Потому что работать придется по двум людям, то есть на стадии исполнительного производства. То есть почему поручитель, то есть несут, так, неправильно я высказался, а имел в виду по поводу соцзаемщика. То есть если соцзаемщика два, то есть они несут солидарную ответственность по кредиту, и как бы сумма по кредиту делится на двоих, то есть равными долями. Если, допустим, их 3, и там был взят миллион, то там получится по 33 тысячи. Ну все, на это ответил, да? Как быть? Клиент оплатил 4 платежа по 6700 и далее просит принять в работу документы по пакету 9500. Так, в этом случае, ну, как было по моей практике, то есть здесь нужно сделать перерасчет полностью. То есть там, где он платил 6700 4 месяца, нужно будет доплатить по пакету 9,5. То есть те предыдущие 4 платежа нужно будет разместить как бы 9500. Еще раз повторяюсь, неправильно высказал, то есть не по поручителю, а по соцзаемщику имел в виду. Плата такая, то есть сумма делится пополам их общая, либо, допустим, если было 3 соцзаемщика,
То есть делится сумма на троих, если это был, допустим, миллион, то у них получается солидарная сумма где-то по 30-33 тысячи. Ну, то есть пакет берем, естественно, от 300 до 800, по 6-700 каждого. Так, поручители заемщика оформляются под защиту в отдельности или вместе по одному аккаунту работы. Если по поручителю, то да, по одному, то есть заключается один договор. Берем только заемщика. Еще вопросы? Так, по ипотеке еще раз объяснить. Смотрите, какая ситуация. Ипотека, как правило, берется не на одного человека. То есть, как правило, там еще есть судзаемщик, то есть второе лицо. Допустим, если семейная пара берет ипотеку, то там есть муж и жена. Если один человек, допустим, муж закредитован, а жена, допустим, не имеет проблем с кредитами, то в банке можно попросить открыть счет конкретно на жену. То есть здесь мы обезопасим какой момент. Если у человека проблемы с кредитом и появляется исполнительное производство, то обращаются взыскание на все его счета. То есть денежные средства, которые находятся на ипотечном счете, тоже могут расценить как денежные средства заемщика по другим кредитам. То есть здесь, чтобы обезопасить именно этот счет и спокойно, без проблем продолжить платить по ипотеке, здесь нужно будет перевести счет на жену. И тогда мы себя обезопасим и спокойно можем брать этого клиента в работу. Если заемщик умер, а поручителю предъявляют требования в оплате кредита, как быть, он обязан платить. Так, ну смотрите, здесь есть ситуации, когда можно поручителя вывести из поручительства. То есть если в договоре поручительства нету какого-то крайнего срока, либо срок обговорен какой-то определенный, то есть здесь надо смотреть ситуацию, это частный случай. То есть я его, так думаю, запишу и, наверное, на следующем вебинаре предоставлю вам развернутый ответ. Так, по моему личному кредитному долгу суд установил солидарную сумму для моего поручителя, полную указанную в договоре. Так, ну да, это все верно, то есть сумму представляют солидарную, но то есть у вашего поручителя в данный момент будет возможность спрашивать солидарно с вас эту сумму, которую он за вас переплатил, если он поручитель. Так, исполнительное производство, да, будет на двоих людей заведено, то есть на того и на другого. Я говорю, то есть спрашивать друг друга будет возможность только потом, после выплаты. Допустим, если сам заемщик брал 1 миллион рублей, с поручителя требует также 1 миллион рублей. Если поручитель, допустим, выплатит 800 тысяч за него, то он, в принципе, их сможет требовать потом у самого заемщика. Так, наши юристы подают иск требования документов от банка, а банки заставляют присутствовать на суде. Так, ну смотрите, в принципе, истребование документов, оно в любом случае зря не проходит, потому что в банк посылают повестку о том, что инсценировано судебное заседание, и как бы истцом выступает именно наш клиент, то есть заемщик. В этот момент, то есть, как правило, эти документы по клиенту в банке переходят в исковой отдел, то есть по нему инициируют уже судебное заседание. То есть в любом случае это просто так бесследно не проходит.
Так, аргументирую, что вышло новое положение и заочно рассматривать не буду. Так, уточню этот вопрос, также запишу, ладно? Так, а как оформить перерасчет? К оплате необходимо внести 11200. Так, на этот вопрос я не могу ответить, то есть именно как оформить перерасчет. Я думаю, с этим вопросом можно будет обратиться в отдел ОРА, то есть объяснить ситуацию, то есть в отдел по работе с региональным эксом, написать заявление и задать вопрос, то есть вам там ответить. Так, конкретные судебные решения можете рассказать? То есть не до конца, конечно, понял именно. Ну, могу рассказать последнюю ситуацию, допустим, по клиенту было инсценировано судебное заседание, то есть мы подготовили возражение, встречный иск. На основании нашего иска, то есть были списаны определенные комиссии там в размере 30 тысяч рублей, и банк был оштрафован на 20 тысяч рублей за пользование чужими денежными средствами. Также плюс к этому включили 2500 за моральный вред. То есть вот было такое решение. Так, есть решение в пользу заемщика, почему вы их не выкладываете? Так, ну, насколько я знаю, решения сюда выкладываются, то есть на официальных источниках, в принципе, с ними можно ознакомиться. То есть, естественно, они там типовые, одно и то же постоянно отправлять нельзя, так как данных от клиента все равно как бы нельзя использовать. Ну, понимаю, что крайне мало, повторяю еще раз, то есть там, в принципе, есть все виды. То есть и отмену заочного решения, и сами судебные приказы о том, что мы, то есть, выиграли сумму денежных средств. Одно и то же выкладывать, я думаю, мало смысла. Но в любом случае это вопрос поднимем. Так, договор кредита до реструктуризации берется в работу вместе с новым договором? Нет, договор кредита до реструктуризации в работу не берется, так как он считается, его в банке расторгают, как бы и заключают новый договор о реструктуризации. Можно, в принципе, о ней как раз поговорить. То есть, почему нам нужно объяснять клиентам, что реструктуризация им не выгодна. То есть, ясно, понятно, для чего он заключается, договор реструктуризации, предлагает клиентам, у которых уже пошла просроченная задолженность, дабы банку скрыть ту незаконную часть, которую они уже начислили, то есть там штрафы, пени какие-то, они включают сумму основного долга, увеличивают сумму, уменьшают ежемесячный платеж. Вроде бы кажется, как будто клиенту выгодно, но на самом деле денег отдает в конечном итоге в 2 раза больше. Так, ну еще раз повторюсь, как бы к этому вопросу мы вернемся. Почему не выкладывают, почему так мало. И да, возможно, не выложили еще. Еще вопросы?
как организуется работа после решения суда и ИП. Так, после решения суда, то есть мы получаем постановление о возбуждении исполнительного производства, то есть каким образом работаем. То есть списывает он как по умолчанию, как мы и говорили, 50% от официального дохода. Если же официального дохода нет, то здесь нужно будет проводить беседу с приставом, то есть обговорить определенную сумму. То есть, в принципе, судебному приставу все равно, сколько денег будет выплачиваться. То есть ему ставят галочку за работу, просто идет взыскание. Ну, естественно, сумма будет не очень большой в любом случае, и клиенту будет выгодно выплачивать эту сумму. Наша же задача, то есть снизить этот процент до минимума, то есть насколько получится. То есть отправляются документы в компанию Eskalat об обязательных каких-то расходах, то есть документы, подтверждающие, что есть, допустим, деятельное иждивение, коммунальные платежи. Это будет основанием того, чтобы снизить сумму. То есть и в конечном итоге клиент выплачивает сумму своей задолженности, ту самую замороженную, в которой уже нет незаконной части, вот, выплачивает как бы выгодными для него платежами, так скажем, по комфортной рассрочке. Сбербанк заблокировал зарплатную карту клиенту, написали заявление без акцептного списания, получили отказ, как быть. Так, в принципе, здесь по возможности, чтобы себя обезопасить, то есть при заключении договора лучше всего, конечно, у клиента интересоваться, каким образом он получает заработную плату. То есть я так понимаю, если заработную карту заблокировали в Сбербанке, то там наверняка был кредит. Здесь, конечно, в лучшем случае большинство организаций работает не только с одним банком, то есть в работе есть несколько банков. В принципе, можно попросить руководство, чтобы перевели в другой банк. Это, конечно, будет лучше всего, как бы мы себя здесь сразу обезопасим. Так, в настоящее время рассрочка предоставляется не всем, более того, ее не так просто получить. Ну, в принципе, здесь не могу никак ответить, то есть вроде бы это все нормально работает. У нас спокойно снижают, то есть снижают сумму выплат. Так, чем оперируете, какими нормами закона и какими фактами для ее получения? То есть мы ходатайствуем о рассрочке вынесения судебного решения, то есть именно какая-то статья, я сейчас не могу сказать. Так, если взять кредиты на общую сумму 500 тысяч рублей и не платили 8 месяцев, какой процент, что Eskalat может помочь? Ну, какой процент, как бы не могу сказать. Главная задача компании в любом случае – это расторжение кредитного договора. То есть, если будет выявлено после анализа юристов выявлена незаконная часть, то мы эту незаконную часть будем списывать, то есть на основании иска расторжения договора и признания пунктов договора недействительным. В процентном соотношении здесь невозможно сказать. Если банк затягивает с расторжением договора, претензии юристы пишут, где будет учтен этот факт и убраны ежемесячные платежи. Факт обращения, естественно, будет, то есть будут реестры отправки писем, это все будет зафиксировано. То есть все, что получится признать недействительным, все это спишется, то есть в любом случае. На каком основании расторгается кредитный договор? Кредитный договор расторгается на основании выявленных незаконных пунктов. То есть то, что мы не согласны с условиями договора и выявили в определенный незаконный пункт.
Если сумма долга огромная, у прииского клиента много кредитов, сроки какие-то есть, или там не платят. Ну, в принципе, сроков никаких нету, в любом случае будут списывать столько, сколько смогут в любом случае. То есть, как я и говорил, не более 50%. Сроков никаких нет. Списывать заработную плату 100% дал ответ замначальника у приставов по строительному району по первому решению суда. Так отмена. Так, ну, скорее всего, если снимают заработную плату 100%, это какая инстанция снимает? Так, у приставов. Скорее всего, у них нет информации, что это заработная плата, а просто как какие-то денежные средства на каком-то счете, может быть, с этим связано. Если выявленных ошибок в договоре нет, кредитный договор не расторгается, нет, он в любом случае расторгается, то есть мы в любом случае будем действовать в плане провокации против банка, то есть ускорять процесс расторжения договора. Сколько банку по закону дается времени для расторжения договора по претензии заемщика? Ну, то есть это не основание для расторжения договора, именно претензии. То есть нам надо выявить незаконные пункты в любом случае. Ну, у банка, то есть срок исковой давности 3 года. Если повесток еще не было в суд, но грозятся банку подать, через какое время они все-таки подадут в суд. То есть, ну, грозятся они, думая о том, что как бы клиентов это пугает, именно подача в суд. То есть неизвестно, когда они на самом деле подадут в суд, если они будут это делать сами. То есть нам это вот дать в принципе не обязательно. В суд подаем мы сами. Что в компании отслеживают сроки ответа на судебные документы. То есть вы же загружаете сейчас документы в CRM-систему, то есть там эта вся система налажена, то есть через канцелярию попадает в исковой отдел. Так, после отмены судебного приказа у банка опять 3 года есть исковой давности? Нету, это не так. То есть срок исковой давности исчисляется от последнего внесения платежа клиента. Если банк прислал уведомление о задолженности простым письмом, нужно ли его отправлять вам? Нет, в систему такие письма загружать не нужно, нужен только официальный ответ на претензии наши. То есть это единственное, что нужно загружать от банка. Банк подал в суд встречный иск, не сделан заочно, отменили, документы уходят приставом. То есть, если такие моменты происходят, здесь также заявлением, то есть жалобу в отдел по работе с региональным офисом, то есть пользуйтесь документооборотом компании. Все заявления есть на сайте вебинара, то есть их можно скачать и отправить туда. Как бы именно на такие вопросы я сейчас вам не могу ответить по конкретному клиенту, почему сейчас произошло.
Так, есть отмена исполнительного производства. Приставы продолжают снимать заработную плату 100%. То есть должно быть определение на руках об отмене исполнительного производства. Как правило, скорее всего, до судебных приставов оно не дошло. То есть нужно взять определение и показать его судебным приставам, то есть отдать им для ознакомления, чтобы они приняли меры. То есть так зачастую бывает. В какой срок банки подают вторично после судебного приказа? Ну, как правило, где-то, наверное, через месяц-полтора инициируется новое судебное заседание, но именно по практике. Еще вопросы есть? Так, после пропуска срока апелляции можно еще спасти дело клиента. Так, но если только в конституционном порядке действует. То есть, ну, тут тоже надо смотреть документ, тоже как бы не могу ответить. Так, если клиент финзащиты не может выбирать письма от банков и суда, от банков и суда по месту прописки, фактически адрес указать не может для банка. То есть здесь нужно, я так думаю, обратиться на почту и сделать переадресацию именно на почте, на фактический адрес. То есть, насколько я знаю, такая процедура возможна. Если по кредиту была всего одна оплата, такой договор можно взять за счету? Да, безусловно, такой договор можно взять. То есть вы, наверное, имеете в виду о мошеннических действиях, да, каких-то? Ну, в принципе, если был факт оплаты, то мошенническими действиями признать его будет невозможно, поэтому по финансовой защите можно будет взять. На почте сказали, что судебные письма не переадресовываются. Но в таком случае я не знаю, как решить этот вопрос. Так, в принципе, если вопросов больше нет, я предлагаю закончить сегодняшний вебинар. То есть по вопросам, на которые не смог ответить, подготовлю ответы к следующему вебинару. Если вопросов нет, всего доброго, до свидания.